Вы на канале «Это вкусно». Сегодня будем готовить знаменитый грузинский суп харчо. Суп получается густым, наваристым, сытным, вкусным и очень ароматным. Суп начинается с бульона, поэтому варим бульон. И для него мне понадобится 1 кг говяжьих ребер, 1 луковица, 1 лавровый лист, душистый перец горошком, черный перец горошком и соль. Для супа лучше брать мясо на кости. Это может быть грудинка или ребра, как у меня. Разрезаю их на куски. Складываю в кастрюлю и заливаю водой. Отправляю туда же луковицу, лавровый лист, несколько горошин душистого и черного перца. Ставлю на плиту и варю бульон. Когда на поверхности собирается пенка, ее обязательно нужно снять. Варим бульон на небольшой мощности до готовности мяса. В процессе варки бульон нужно посолить. Пока бульон варится, подготовлю остальные ингредиенты для супа. У меня 100 грамм риса, 2 луковицы, 150 граммов помидоров, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 чайная ложка уцха сунели, 1 чайная ложка молотого кориандра, 2 столовые ложки молотых грецких орехов, 2-3 столовые ложки соуса ткемали, кинза, петрушка, чеснок и острый перец. Помидоры надрезаю крест-накрест и кладу в кипяток, чтобы легко можно было их очистить. Рис промываю и заливаю холодной водой. Пусть постоит, пока я подготовлю остальные ингредиенты. Нарезаю мелкими кубиками лук. С помидоров сливаю горячую воду и очищаю. Если нет свежих помидоров, то можно взять консервированные в собственном соку. Они продаются в любом супермаркете, причем бывают уже очищенные и измельченные. Нарезаю помидоры небольшими кубиками и перекладываю в тарелку. У меня на канале есть рецепт вкусного борща. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Затем измельчаю большой пучок кинзы и немного петрушки. Перец у меня очень острый, поэтому я возьму только половину. Остроту, конечно же, регулируйте по своему вкусу. Чеснок выдавливаю через пресс, но можно мелко нарезать. Осталось измельчить орехи. Я делаю это при помощи блендера. Можете перемолоть их на мясорубке. Мясо тем временем сварилось. Я его достаю шумовкой. Оно прекрасно отделяется от косточки. Нарезаю его на довольно крупные куски. Теперь все готово. Наливаю в сковороду растительное масло. Отправляю туда лук и готовлю на средней мощности плиты до того момента, пока он не начнет золотиться. Затем добавляю к луку нарезанные помидоры. Перемешиваю и через пару минут добавляю томатную пасту. Готовлю все минут 5. И зажарка для супа харчо готова. У меня на канале есть рецепт знаменитого закарпатского бограча. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. В бульон возвращаю нарезанное мясо и всыпаю рис.
с которого я предварительно слила воду. Хорошенько перемешиваю суп и всыпаю в кастрюлю зажарку. Варю до того момента, пока рис практически будет готов. Добавляю оставшиеся специи. Сначала всыпаю молотые орехи. Затем вливаю пару ложек соуса ткемали. Соус ткемали с кислинкой, поэтому сразу много не добавляйте. Ткемали можно купить в магазине, но если вы хотите приготовить домашний соус, то рецепт вы можете посмотреть на моем канале, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Затем отправляю в суп чеснок, острый перец и зелень. И остались уцхасунели и кориандр. Доводим суп до кипения. Обязательно пробуем. Мне не хватило соли, поэтому я еще немного досаливаю суп. Варю еще пару минут, и вкуснейший и ароматнейший харчо готов. Приятного аппетита! Самые вкусные рецепты блюд грузинской кухни смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!